Привет, ребята! У нас по ходу сегодня ремонтная серия. Случилась небольшая неприятность у нас. Это была небольшая. Залез я тут вчера или позавчера, по-моему, залез я посмотреть уровень масла. И вот что я обнаружил. Подойди сюда. Вот такая вот у нас фигня. А маслица-то у нас вон сколько. Протираем в щуп. Блин, 1,5 уровня. Почти уже 2. 1,5. Блин, это очень нехорошо. Заглянул в радиатор, а там у нас не хватает антифриза. Меня это сильно напугало. Я думал, ну все, наверное. Где-то прокладка пошла. Ездой или еще что-то. Думал, придется головку снимать. Но вроде эмульсии нету. Залез в поддон. То есть посмотрел, воды нет, эмульсии нету, ничего нету. То есть антифриза нету. Ну, значит, что, о чем говорит это? Наебнулась прокладочка бензонасоса, мембранка. Я думаю, сейчас мы быстренько снимем прокладку бензонасос, поменяем мембранку, съезжу, куплю я ее. Вот, и будет все нормально. Единственное, что, это все ерунда, все копеечное дело. Масло, вот, думаю, менять или не менять. Вот. Я его только что недавно поменял, буквально 200 километров назад, может 300. 300 километров назад я поменял масло. Там совершенно новое масло. ЗИК полусинтетика. Блин, жалко мне его, конечно, сливать целиком. Даже не знаю. Может самому выпрется весь бензин. А может не выпрется. Или поменять. Ладно, что сейчас начнем ремонтировать. Буду потихоньку снимать. Потом съезжу, куплю мембранку. И начнем что-то думать там уже. Пустим. Куда я закручу? Генератор, потому что он не дает подлезть туда к бензонасосу. Сейчас я, блин, сниму что-то удобнее с этой фигни. Пущу генератор, чтобы доступ к бензонасосу. Там всего 2 болта, плюс еще несколько хомутов надо будет снять. Ну, это все мелочь. Сниму ремни. Сниму бензонасос, посмотрим, разберем его, посмотрим мембранку нашу. В любом случае я ее поменяю. Или поставлю, может быть, новый бензонасос совершенно. Неважно там. Вот. Разберемся. Так он положить. Так положу. Надо тут уже. Сколько там 17, по-моему. Затягиваю точно. Скидываю ремешки. И вот так вот ее. Так, ну все, теперь я достану до него нормально. Сейчас сниму, ребят, до конца и вам покажу. Так, чем мы уже открутили почти наш бензонасос довольно быстро. У нас вылез. Так, сейчас. Еще не вылез, будем вытаскивать. Так, ага, блин. Вот так вот мы ее. Будет прокладочку купить, наверное. Новенькую. Очень удобно, не очень. Думаю, мы справимся его вытащить. Так. Угу. Вот он. Мне вот эта штука не нравится. Там, блин, хер поймешь, что. Там кнопочка назад. Странно.
какая-то белая фигня. Да. Да, пахнет бензинчиком. По-моему, бензинчиком пахнет. Тут он ревет. Так, все, ладно, сейчас мы его разбираем. В гараже. И будем смотреть дальше, что с ним. Сейчас я помою его, немножко грязный. Не хочу с грязной железкой работать. Бензинчиком сейчас мы его чуть-чуть обмоем. Чистенький. Чайник купим новый, что там проблем-то. Мне кажется, он не очень дорогой. Если это что-то у нас не получится. Я думаю, продается телекомплект. Никуда не деть. Раньше же продавали. Мы его разбираем. Посмотрим, что у нас там с мембранкой. Я думаю, ей пришел хана. Потому что уж больно быстро поднимается наш уровень. Это совсем нехорошо. Так. Я открыть аккуратно. А вот еще буду. Так, вот наша мембранка. Как раз не помню. Там повернуть ее надо. Угу, точно. Повернуть ее надо. Тут какая-то шляпа непонятная. Грязь какая-то. Все, отжимаем, если. Блин, какая-то фигня. Так, ну а что, на вид мы увидим, не увидим. Где я пришел, да и сюда. На вид, честно говоря, я не вижу, где она может протекать. Фиг его знает. Какая-то херня грязная. Где-то вот в этом месте она должна быть немножко дырявой. Ну, блин, она может так настолько немножко, что ее даже не заметно быть. Я не вижу. Честно говоря. Ладно. Я не вижу. Она, если это дыряво чуть-чуть, мы можем и даже совершенно не увидеть, где она. Может быть, потому что там не ручьем льется, а прям под чуть-чуть. Ладно, в любом случае менять, либо менять весь без насос. Так, ладно, я беру с собой все это в магазине, буду покупать что-то подобное. Приеду в магазин, там будем разбираться, что. Так, ну что, все, поехал я в магазин, я думаю.
Вот, куплю новый. Либо мембрабу, либо бензонасос. А потом будем видно, что дальше будем делать. Все. Так, ну что, ребята, купил вот такой наборчик. Вот. Стоит он, по-моему, 500 рублей. Что такого этого? Так, Пикар, фирма какая-то. Пикар, ладно, говорят, вроде как хороший. Ну, сколько хороший, я точно не знаю. Так, тут есть мембрана, пружины и клапана. Открываем. Аккуратненько. Получается. Аккуратненько так. Повредить ничего. Так, вот она. Пружина. Клапана. Прокладка мембран. Ну что, сейчас заменим клапана сначала. Да и все, сними. Так, вот таким образом они стоят, чтобы нам не попутать. Если что, потом посмотрю, чтобы не перепутать. Угу. Там еще, кстати, сеточка стоит. Сейчас посмотрим, что там за сеточка. Так. Я уже что-то просмотрел, как она стоит. Ну ладно, не важно. Берем сейчас. Так, лодочка. Так, сейчас что посмотрим, что у нас с этой штукой. Абсолютно чистая сеточка. Можно и не вытаскивать ее. Ну ладно. Смотрели, хуже не стало. Так, клапана. Так, выключи, пока я посмотрю, как это. Так, сейчас я нажавлю, потом натяну отверточкой. Нормальный. Потянем чуть-чуть. Не хочу. Чуть повредить. Ладно. Так, собрали это. Погнали дальше. Так, сейчас пружинку ставим. Вот эту штуку ставим как-то на место. Думаю, вставляется так, потом поворачивается. Я так думаю. Посвети ничего. Подожди, я пойду фонарик возьму. Так он закручен с двумя удлинителями и стрящет с этим, с картончиком. С этой стороны воткнуть нашу приспособу.
с хомуты. Все. Ставим генератор на место. Так, куда хомут денем? Сначала я нижний поставлю. Хомут, конечно, говно. Что-то я, ну, блин, хотел купить и забыл про него, честно говоря. Блин, ладно, будем так справляться. Залазить не хочет. На место залазить. Там она на месте. Темновато, мне кажется, мне тут фонарик бы не помешал. Ну ладно. Смог мешается. Сейчас попробуем качать, не качает. Ну, вот что закачивает. Все есть. Закачал. Значит, работает. Значит, все будет хорошо. Сейчас ставим верхнюю трубку, которая идет непосредственно на карбюратор. Блин, не помешал бы нам фильтр тоже поменять. Хотя вроде в том году ставил. Ну ладно, поменяем. Что-то я поехал, блин, не посмотрел. Надо было новые хомутики купить, фильтр. Так. Все накачалось. Это хорошо. Ничего не текет. Ладно. Так, как бы нам сейчас избавиться от бензина в масле? Я тут подумал и решил попробовать запустить ПЖД, прогреть масло. Я думаю, бензин сам испарится со временем. Блин, конечно, тут масла очень много. Я сейчас что сделаю? Замерю штангенциркулем уровень масла, который сейчас здесь есть. Запущу ПЖД, прогрею масло. И будем смотреть, будет убавляться масло, не будет. Если бензин должен испаряться, значит масло будет, уровень масла будет убавляться. Если не будет убавляться уровень масла, значит что-то будем другое думать. Конечно, мне не очень бы хотелось сменить его. Ладненько. Сейчас. Так. Вот так вот. 60 миллиметров ровно. Не сказал, что у нас сильно жидкое было. Жидковато. 60 миллиметров. Сейчас посмотрим, запустим ПЖД и будет видно, что с ним. Так, ПЖД я, конечно, с зимы не запускал, не знаю, бензин там, если вообще нет. Его знает. Не, блин, там, по-моему, сухо все. Сейчас попробуем, там вообще бензин есть, и посмотрим.
вам бензин нет. Наверное, придется бензин заливать, там, наверное, по-моему, сухо. Не, пахнет что-то. Так, ну бензин там есть немножко, капнул. Сейчас попробуем. Вроде должна запуститься, я так думаю. Не хочет. Зимой запускал последний раз. Зато все нормально. Бензин там чуть-чуть. Я думаю, нам хватит. Страшно наш ребят. Пускай теперь греется. Я его запустил на всякий случай, как давно не запускал, теперь запустил. Неизвестно. Штука-то опасная. Но безотказная. Сейчас будем прогревать масло. Я думаю, по степени прогреете масло. Бензин будет испаряться и посмотрим. Хотя бы на половину бензина избавиться, а там может быть завести уже посмотреть. Говорят, что можно заводить и греть, и только сильно оборот не давать. Он сам уйдет. Ну что, вот попробовали, прогрели. Ну что-то масло не очень сильно греется, решили просто завести и там погонять. Посмотрим, что выпарится, у нас бензин не выпарится. Открыл горловину клапанной крышки, там испарения какие-то идут, пахнут бензином. Вот что на самом деле будет, посмотрим, неизвестно. Сейчас пока молотит, да, до 80 нагрели, пускай поработает. И дальше расскажу.